Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев. Второй прогноз, январь 2026. События на пороге, знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите, или то, что от вас, возможно, скрыто. Чего вы не предполагаете. И в целом, допустим, мы действительно не все знаем, не все можем объективно предполагать или рассматривать. И все же те процессы, которые были запущены ранее или которые от нас, может быть, даже не зависят на каком-то более глобальном уровне, они все равно продолжат развиваться. А январь– это у нас последний месяц, когда планета Уран в ретро-движении, в обратном движении до 4 февраля. И что это означает? Да, это какие-то прежние ситуации, какие-то, может быть, несопоставимые моменты, в которых нам обязательно нужно навести порядок. И в данном случае Уран нам будет помогать завершить вот эти сложные темы, расставить логические точки в волнующих историях, и в центре внимания наше благополучие. И не обязательно, что кто-то скрывает, а вполне вероятно, что мы чего-то не замечаем. Вот давайте с вами, мои дорогие львы, узнаем, что же нам принесет январь. У нас сегодня две колоды, и первая– цыганский оракул Сибила. Карты были созданы давно, ну не конкретно, понятно, это колода, а в целом именно карты оракул Сибила. И значения карт и изображения не менялись. Это просто как очередной тираж. Поэтому переложим на реалии сегодняшнего дня. Но первая карта. Чего вы не видите? События на пороге. Вторая карта. И события с первых дней месяца января. Дополним колоды 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Вот давайте с вами узнаем, что придет в вашу жизнь или что спешит на ваш порог, а что уйдет, что будет продолжаться, чем не соблазняться, а на что соглашаться, что нам во благо. И чего опасаться, с чем или с кем быть осторожным. Итак, чего же вы не видите? Ну, здрасте. Пожар тут у нас, да? Знаете, вот в этой колоде карта напоминает где-то башню. Башня– это трансформация. Но так, если на более глобальном уровне, для кого-то это будет иметь значение, это как перестройка, трансформация системы какой-то. Всегда по этой карте есть внешние какие-то причины, которые нас вынуждают именно трансформироваться, видоизменяться, может быть, самим где-то, да? Что под этим я имею в виду словом? Это где-то мы пересматриваем свои методы, потому что если будем действовать как прежде, мы ничего не получим. Здесь будет что-то меняться, ну, условно, вокруг нас. Может быть, это у кого-то связано с переменами, ну, даже на работе. И тут банально новый руководитель, к примеру, или новый график работы, или какие-то новые приказы, которые нам приходится принимать, хотим мы этого или нет. Давайте проясним, с чем это связано. Ну, может быть, какая-то заминка в вашем вопросе, который касается документов, поскольку был один закон, а вышел какой-то подзаконный акт. Так тоже бывает. Чего вы не видите? Тут по части дома. Дом. Именно дом. Место нашего проживания. Но и в целом благополучие где-то тоже. Давайте еще карту достанем. Чего же вы не видите? С чем это связано? Ну, тут какой-то человек в вашем доме. Может быть, это человек новый, но называется возлюбленный. А вы не видите, может быть, каких-то либо гостей, либо вестей, либо конкретного человека, может быть, который вам принесет какую-то весть. Может быть, это и кто-то из ваших близких, или родственники, или просто из людей, которые вхожи в ваш дом. Вот явно тут придут какие-то новости на ваш порог. Я бы сказала, тут и с новостной какой-то палитрой будет связана или информационной, но приносит этот человек. Причем по-хорошему несет, я не могу сказать, что по-плохому. Я не исключаю, что кому-то из вас, ну, может быть, предстоит кому-то помогать. Ну, банально, потому что, ну, сложилась у человека такая ситуация. И вы как-то будете выстраивать взаимодействие. Но я тут даже могу сказать, тут действительно больше, вот теперь уже я
Еще одну карту достала, это так и называется утешение. Поэтому вы узнаете какую-то новость, может быть, она, так знаете, граничит с тем, что мы, как опешили, мы этого не ожидали. Тут, правда, что-то неожиданное будет. Но для вас-то это означает именно утешение. Для вас это будет во благо. С чем это связано? С домом? Ищущее удовольствие. Может быть, вы узнаете о ком-то какую-то новость. Знаете, вам принесет новость человек, вам либо знакомый, либо кто вхож в ваш дом, да, ну, может быть, рядом, соседи. Тут ведь банально может быть и так. Тут вам могут принести новость о каком-то человеке. И именно о том, который словно ищет удовольствие. Или, ну, условно, опять же, я говорю, может быть, это та персона, которую вы считали легкомысленной или какой-то ненадежной. Вы можете услышать что-то именно о нем или о ней. Ребенок. Ребенок — рождение чего-то нового, мои дорогие. Если мы это переложим на работу, то это, правда, могут быть трансформационные перемены на работе. Пусть меняется руководство или пусть меняются какие-то положения, пусть меняются даже график, пусть, к примеру, кто-то увольняется, мои дорогие львы, увольняется, потому что, ну, вот у человека, может быть, там такое бывает, особенно в наше время, там буквально произошла какая-то ситуация, и он вынужденно увольняется, или какие-то там вот перетурбации, трансформации происходят, но вам это открывает какие-то перспективы. Вы можете быть и удивлены от чего-то, вот чего вы не видите, да? Вы еще какую-то новость не видите, не знаете. И вы можете удивляться этой новости, но здесь вам дается возможность как будто упрочить свое благополучие. И здесь вот смотрите, для кого-то из вас это может быть, ну, решение тех или иных вопросов, которые касаются либо финансов, ну так, хоть о финансах нам и не сказали, но, может быть, это как на перспективу. Или это будет касаться действительно вашего жилища. Может быть, тут какая-то возможность появляется осуществить то, чего раньше вы сделать не могли. Или, может быть, это будет нужно сделать. Или на работе, опять же, там тоже происходят какие-то перемены, трансформации. И пусть это для кого-то со знаком минус, но для вас, мои дорогие, это открывает, с одной стороны, возможности или, как знаете, какой-то шанс дает. Может быть, совершенно какую-то новую, как направление, стезя в вашей работе. Или когда вы, может быть, даже где-то по работе человека узнаете лучше, и он перейдет, ну, как бы в категорию ваших близких, ну, не совсем близких, я имею в виду, ну, доверенных лиц, например, да, или тех людей, которым вам захочется доверять, потому что выпадает карта верность, собака у нас, какая-то дружба, мои дорогие. Может быть, и вы сами определяетесь здесь именно в ближайшее время, в январе, с теми людьми, кому вы можете доверять. А кто ищет удовольствия, вот, кстати. И тут, может быть, с такими людьми вы услышите о них какие-то новости. Ладно, события на пороге. Ученый. Ну, это и вы можете учиться, может быть, и вынужденно, может быть, это вам необходимо по работе. Кто-то возьмется за изучение, ну, может быть, и нового какого-то направления вашей деятельности. Кто-то может изучать языки. И, к примеру, да, это вам нужно по работе, может быть, и так. Или просто какие-то курсы вам будут необходимы для того, чтобы, ну, как-то свои планы, реализовать с большей точностью. Но вот это сама по себе, как гранит науки, ученый, да, это события на пороге. Да, тут могут быть такие, с одной стороны, и знакомства, кстати, может быть, но перекладывайте на себя, потому что наш расклад общий. Я всегда говорю, будем реалистами. Это не значит, что, ну, это относится ко всем. В той или иной мере, в разных сферах жизни это может проиграться, но многое же зависит от нас. И хоть и объединяет один знак зодиака, но согласитесь, мы все совершенно разные. Поэтому я допускаю, что мы спросили события на пороге. Здесь конкретная карта персоны, человека умного, человека логичного,
человека, который занимается, ну, может быть, и наукой или каким-то своим любимым делом. И причем это делает не на авось, а делает это как-то очень продуманно. А может быть и правда тот человек, который достаточно грамотный, профессионал в своем деле, человек, который эрудированный, интеллектуал. Может быть, правда, вот такое знакомство, почему нет? И здесь ведь может быть и по работе такая история. Может быть, с ним будет связано, с этим человеком, какое-то продолжение или решение того или иного вопроса. Ну, тут у каждого по-своему. Или этот ученый, событие на пороге, как я уже сказала, это вы что-то изучаете. А что это такое событие на пороге? А вам какую-то больную тему, больной вопрос нужно решить. А больной вопрос касается денег. И кто-то из вас будет именно подходить к вопросу, как, каким образом я могу заработать денег или больше, или какие-то варианты. Мы говорим уран, да, уран все дробит. Была одна работа, а теперь мы думаем о дополнительной какой-то, или это заработок, или, может быть, деятельность какая-то, да. Или в одном банке у нас хранились средства, а теперь мы думаем, а дай-ка я, может быть, на 2 банка, да, тут все может быть, любые трансформации, структура, да, какая-то меняется, мы об этом с вами говорили. Ну, может быть, просто даже не только разные банки, а разные валюты, разные счета. Ну, каким-то образом вы будете обдумывать, как решить вам финансовый вопрос. Да, это как событие на пороге. И почему? А потому что, вы смотрите, юная женщина, смысл в чем? Да, это может быть какое-то знакомство, но все-таки я больше вижу с учетом всех карт, что вам как будто более внимательно, разумно к какому-то вопросу нужно отнестись, потому что вы действительно чего-то не знаете и чего-то не видите. Может быть, это какая-то ваша задумка о построении карьеры, и вы будете думать, как это мне себя проявить, чтобы меня заметили. События с первых дней месяца. Здесь, может быть, знаете, как вы кому-то оказали, услуга так и называется. Может быть, это вы кому-то оказываете услугу, потому что вы заинтересованы в каком-то человеке. Но тут, наверное, либо работа у вас идет больше, тем не менее. Я допускаю, что это могут быть, ну, даже партнерские отношения по работе, ну, может быть, и личная жизнь, но все-таки услуга. Услуга – это когда мы что-то делаем, и нам это оплачивают. И я допускаю, что и вы кому-то будете тоже, может быть, оплачивать. Или словно выравнивать счета, да? Проделана работа и полученный эквивалент. События с первых дней месяца. Вам кто-то может оказать услугу. У нас выпадает старая дама, имеется в виду кто? Это человек, если у нас тут юная девушка выпадала, а здесь у нас уже женщина, умудренная опытом. Поэтому вам может оказывать услугу знающий конкретно человек, который либо был в такой ситуации, как у вас, может быть, сложилось, или вы сами будете, кто-то будет искать. Ну, к примеру, нам об этом не говорят, но, может быть, мы все разные. Кто-то ищет юриста, адвоката, кто-то пытается разобраться, к какому чиновнику, официальному лицу обратиться, а кто-то думает, дай-ка я обращусь к врачу, о себе побольше узнать. Да, что же с моим здоровьем? Пусть даже, ну, что-то, если вас беспокоит. Вот смотрите, комната. В этой колоде просто комната. Неизвестная какая-то комната. Может быть, и для вас в январе, в самом начале где-то месяца, придется оказаться в каком-то месте или в какой-то необычной ситуации, в которой вы раньше не были. Или какой-то человек вас может попросить о той или иной услуге. Или вы сами, мои дорогие львы, этого я тоже не исключаю. Если вот, допустим, вы ищете, вот предыдущие, да, ведь они взаимосвязаны, вот эти два положения, да, карт, это у нас как знаки судьбы идут. Вот если мы соединяем как события на пороге, как события с первых дней, по сути дела, где-то это перекликается, то есть дает направление на весь январь, то тогда, скорее всего, у кого-то может проиграться следующее. Может быть, прежде что-то вам предлагалось или было какое-то обсуждение, где вы можете себя реализовать или как дополнительный заработок рассматривать, но вы от этого отказались. Вы, ну, думали, что нет, я вот этого не хочу. А здесь вы можете сожалеть. В данном случае тогда вот эта карта будет говорить именно
А сожаление, эх, вот что ж я там отказался. Так вот, как раз ретро-уран вы можете что-то переиграть. На то он и ретро, это имеется в виду Мы можем переподписывать документы, мы можем переподписывать контракты любые, как и брачные, так и рабочие. Мы можем и, может быть, в документах, да, как отчет какой-то, пересчитывать. Я такое тоже, может быть, денежный какой-то, да. Там ляпсус был какой-то, и вы понимаете, ага, вот у меня тут знаний не хватает. Значит, мне какое-то, ну, как направление, мне тут надо этих знаний дополнить. То есть перекладывайте на себя. Здесь у каждого что-то свое. Так что же придет в вашу жизнь? Или что спешит? Нам снова повторяют ту же тему, да? Я говорила, что этот аркан похож как башня. Это внешние события. Вы узнаете, правда, новость. И причем тут мы не выжидаем, мои дорогие. Здесь нужно не идти против судьбы, понимаете, мы что-то не можем изменить. Но и сидеть и ждать, что когда все закончится, например. Да нет, тут не закончится, тут именно идет какая-то перестройка системы. Или порядка, графика работы, ну тут у кого что. Мы этого не видели, мы этого не предполагали. И поэтому, если мы потеряем время, ну что мы тут можем себе хорошего добыть, да? Так что уже идет в вашу жизнь, что спешит в вашу жизнь. Вот смотрите, есть какая-то неопределенность. У вас время, когда вы должны продумать свою стратегию и тактику, карта Луна. И, видимо, в январе месяце действительно вы тут чего-то не видите и не ожидаете. Нам как будто сообщат. Ну, или вы о чем-то вы можете быть уведомлены. И вот что с этим делать, мы можем растеряться. Карта, с одной стороны, говорит, что ты вот саму ситуацию изменить не можешь, но твоя сила сейчас будет в дипломатии и в интуиции, как по аркану Луна. Тебе нужно абсолютно точно, словно попасть в место твоей безопасности. Иными словами, вот эта дверь в этой колоде, это как раз безопасность. Это дверь в Пизанскую башню. Кто-то скажет, Пизанская башня, она падает. Столетия. Ну, наверное, еще столько же простоит. Но самое главное, открыта дверь или закрыта, или каков ключ. Вот она закрыта. Где ключи? Мы не видим. Замка тоже. Но карта нам говорит, есть страж дверей. Это хамелеон. И нам необходимо попасть, и значит, нам придется договариваться с хамелеонами. И есть девушка, беременная в ожидании ребенка, прогуливается вдоль берега. Какое-то ожидание. Имеется в виду, есть ситуация, которая от вас не зависит. И это не бесплодное ожидание, а тут какие-то действия от вас потребуются. Но такие, знаете, с одной стороны, может быть, осторожные, аккуратные, потому что это всегда искусство мелких шагов. Шаг сделал, осмотрись, оглядись, отдышись и не участвовать в каких-то конфронтациях. Вот это самое главное, наверное, потому что, правда, у кого-то на работе могут быть перемены, может коллектив словно разделиться на две части. Одни за, к примеру, другие против. Тогда вот знаете, мои дорогие львы, если создается какая-то конфронтация, ваша миссия как третейский судья, неважно чего касается, может быть и вопросов дома, у кого-то вопросов именно ваших достижений. В этом ваша сила, потому что вы еще какое-то время в январе чего-то не будете видеть. Еще что-то не заканчивается. Будьте к этому готовы. Луна нам говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но здесь словно, знаете, как судьбой Вселенной отведено определенное время. И вам постоянно нужно держать руку на пульсе, продвигаться обязательно, потому что нельзя эту трансформацию отменить. Вы не можете что-то изменить, вы на это не влияете. Тут где-то придется себя именно корректировать. Ну вот как-то так. Что будет продолжать? Что уйдет, извините? Что уйдет? У вас правда какая-то прояснится, истина. Или то, что вы предполагали, или намеревались, как в одном направлении, здесь вы можете передумать. Нет, теперь будет несколько иначе. Может быть, вы не видите какого-то и человека, правда, который долгое время за вами наблюдал, а теперь как-то это, правда, открывается. Или, может быть, с хорошей даже точки зрения, за вами наблюдал, потому что у нас в конечном итоге, да, вот мы, чего вы не видите, выпадает верность.
Может быть, ненужные люди как будто отсеиваются. Те, которые ищут удовольствие, может быть, и так. Но вот какие-то зарождаются, может быть, и новые отношения. Поэтому будьте мудрые, где-то великодушны и дипломатичны. По пажу мечей здесь может как уйти какое-то направление, которое вы думали, к примеру, у меня получится решить вопрос или получить должность вот таким образом, вот таким путем, или договориться каким-то тоже определенным образом. И тут вы понимаете, нет, это уходит. Прежние договоренности как будто тоже не срабатывают, поэтому видоизменить направление вам придется. Потому что прежнее, опять же, оно как бы не жизнеспособно. Это уже не в том направлении будет находиться ваш прогресс, а где-то в другом. И пока не торопитесь, потому что вот чем вы нейтральнее, чем вы дипломатичнее, помните, вот, может быть, вспоминаете эту карту, договариваться с хамелеонами, даже если у вас внутри там вот эта башня бушует, это не имеет значения. Но карты однозначно, причем как и карта оракула, так и 78 дверей. Вы как во власти фортуны. Кому-то может показаться, что это о чем это я говорю. А тем не менее, наверное, само пространство Вселенной пытается видоизменить вашу жизнь. И словно ангелы, может быть, наблюдают, насколько вы будете гибки. Потому что по колесу фортуны это тоже неожиданности. И по колесу фортуны, может быть, в течение января и будут те моменты, вот как будто, знаете, на то, что в тени, и то, что наяву, будут делиться какие-то события. И здесь очень важно не быть самонадеянным. По всем картам у вас 3 старших аркана, причем все говорят о том, на что вы не влияете, мои дорогие львы. Так вот, по аркану колесо фортуны все-таки это фортуна, победа. И она может приходить совсем не так, как вы предполагали, и не с той стороны. Вот вам, как Вселенная, помогает, но не так, как ждет лев. И есть вопросы, в которых вам придется ускориться, потому что это иногда карта говорит буквально лови момент. Сегодня фортуна на твоей стороне. Если мы возьмем колесо, да, фортуны, здесь у нас спиритический стол. Ну, к примеру, колесо. Мы знаем, идет наверх колесо, как будто нам так со стороны кажется, а потом, достигая пика, будет какой-то спад. Вот поэтому к этому спаду нужно быть готовым, если мы что-то отложили на потом, а потом уже как будто и поздновато может быть. Но будут и те случаи, когда вам нужно будет вот по аркану Луна искусство мелких шагов. Чем не соблазняться? Иллюзиями, пустыми обещаниями, пустыми надеждами или тем, как видите это вы. Помните, наверное, что вот вы многого не видите, не знаете. Может быть, январь такой месяц именно таких энергий. Потому что по семерке мечей, с одной стороны, проходит наша самоуверенность тоже. И мы тогда более уязвимы для каких-то манипуляций со стороны. Мы ж уверены. Поэтому нам легко нацепить на нос розовые очки через какую-нибудь лесть, к примеру, кстати. Или говорить то, что нам приятно слышать, да, вот усыпляя бдительность. И мы начнем соглашаться на то, что не имеет никакого смысла. Никаких иллюзий не должно быть. И если мы спросили, чем не соблазняться, но, видимо, быть максимально реалистом. И более того, иногда карту семерка мечей называют карта вора, поэтому будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам, паролям аккаунтов, платежным системам. Какие письма вы, может быть, на почте открываете. То есть тут надо себя сохранять. Вот все то, что я уже сказала. А на что соглашаться? На что-то новое. Нам ведь тут тоже говорили, да? Не случайно, наверное, это вы, словно юная дева, которой вот именно в данный месяц года нужен, может быть, дельный совет или нужно чему-то обучиться. То есть допустить, что мы действительно чего-то не видим. На что соглашаться, это, знаете, туз кубков, это как рождение ребенка, да? Опять же, рождение чего-то нового. Здесь у вас тоже может быть новый проект, может быть, это дополнительные заработки, как новая какая-то идея. Но тут не совсем, когда, знаете, идеи, которые с нуля мы вот начинаем. Хорошо начинать, когда мы что-то продумываем только, да, но мы к этому пока не приступаем. Я бы тут сказала, с учетом всех карт, здесь может вернуться что-то именно знакомое или ранее обсуждавшееся.
или когда вы от чего-то могли отказаться. А здесь вот как раз как-то это может прийти на ваш порог буквально и дать вам возможность это как-то трансформировать в новую реальность. Вот я такого не исключаю. Так вот, на это нужно соглашаться, потому что тут есть все-таки какое-то взаимодействие или назовем в целом начало какого-то либо нового проекта, либо нового сотрудничества, либо новой какой-то дружбе, или пусть дружба старая, но она переходит на какой-то новый уровень. Чего опасаться? Девятка кубков. Карта эгоиста. В этой колоде, как у нас показано, да? И я должна сказать, смотрите, двери закрыты чему? Вот чему не соблазняться, да, как будто двери закрыты. А мы пытаемся их открыть. Нам туда и не надо, собственно, семерка мечей. А мы именно убеждены, что нет, вот так вот будет правильно, или мы чего-то хотим. То есть это уже где-то для нас со знаком минус. А если мы говорим, что идет на ваш порог, ну вот какое-то время, мои дорогие, без навигации. Поэтому прожить нужно максимально с пользой для себя самого. И действовать придется очень мудро. И, видимо, в очередной раз нам эта девятка кубков говорит о том, что, с одной стороны, это возможность заработать денег, потому что карта финансового конкретно благополучия, и, видимо, тема денег для вас не на последнем месте. Или откуда к вам приходят деньги, это вопросы работы. Может быть, это какая-то, да, вторичная у кого-то занятость. Но иногда мы по этой карте, вот как этот человек, у меня все есть. Или мы становимся где-то, ну, чересчур важными, да, такими мы себя так видим. А тут ведь видите как, тут у вас словно две башни, а вокруг что-то меняется. И поэтому тут именно нужно не столько себя позиционировать, сколько немножко отойти в тень. Потому что если мы себя словно все время на авансцену толкаем, аплодисментов мы не получим. Здесь наоборот, мы можем создать какую-то противоборствующую, противодействующую конфронтацию против самих себя. Понимаете? Поэтому, ну, буквально, может быть, быть скромнее где-то вам придется. Для кого-то это сложно, потому что лев часто... Вы видные люди, понимаете? Поэтому тут кто-то за вами мог и наблюдать тоже. Вам нужно допустить, что в январе нужно себя сохранять. Именно сохранять. И на какой-то новый проект максимально, я имею в виду, или на какое-то предложение, может быть, это то, что вам удастся осуществить уже в феврале, или это будет как-то продвигаться быстрее в феврале. Я такое могу допустить, может быть, и в марте, когда уже Уран выйдет из ретро-движения. Но, видимо, январь здесь, знаете, как и свою силу набрать, да, но и не создать, опять же, вокруг себя какой-то клубок противоречий или конфронтации, потому что от этого напрямую зависят ваши деньги. Перекладывайте на себя непростой расклад. Надеюсь, какие-то подсказки он вам дал, мои дорогие любимые львы. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, а я благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации. Оставайтесь. И ссылки на мой сайт, на мои статьи, коридор возможностей на 2026 год. Я приглашаю вас прочитать. Ссылка, опять же, будет в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.